Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сейчас пытаюсь очистить от листьев свой плед, на котором я валяюсь в парке. Это просто ужасно. Плед красивый, я его заказывала на Алиэкспресс, но от него вообще ничего не отходит. Вот была надежда на липкую ленту, но, увы, вообще ничего, листья как были, так и есть, что сухие, что не сухие. Я не знаю, что вообще делать, это катастрофа какая-то. А надо постирать. В общем, ужас. Взяла свою верную помощницу супергубку от Faberlic, но и она здесь не работает. Я не знаю, что с пледом. Это просто что-то. Так, ну что, пылесос. Во-первых, надо собрать вот это все. То, что натряслось кое-как. Пылесос мощный, но он тоже здесь не работает. Я в ужасе, ничего не берет этот плед. Совсем просто, от слова совсем. Да. Теперь трясу. Вот, кстати говоря, немножко стрясается. Ну, хоть что-то. Буду дальше думать, что делать. Ну, наверное, возьму мешок для стирки. Ой, кошмар вообще. Нарочно не придумаешь. Ну и убираю. Собираю белье, которое уже высохло. Ну, еще предстоит стирка. Сейчас все буду убирать. В холодильнике у меня лежала свекла, поэтому я решила ее натереть на терке и заморозить, так как уезжаю, ну и она, соответственно, будет мягкой, испортится. Я не люблю выбрасывать продукты. Сейчас ее нарезаю, и вот как раз-таки терка моя любимая, как всегда. С ней все удобно, быстро. Ну, а чищу я всегда икеевским приспособлением. Тоже очень удобно. Там ручка прорезиненная. Так, ну и икеевский пакет, конечно же. Это тоже оказалось удобно, хотя раньше я такие пакеты не воспринимала, но сейчас мне понравилось. Мою посуду. Благо, в общем-то, энергия и желание есть, но у меня всегда ужас перед тем, как вот собирать вещи. Во-первых, как бы чего не забыть, главное, чтобы все взять, все поместилось. Вот это я очень все не люблю, но в этот раз я хотя бы постараюсь все собрать заранее. Продумываю, пишу списки, тем более поездка предстоит не на один день, даже не на 10. Вот. Немножко осталось свеклы, режу ее вот так вот. Но это в терке осталось, такие кусочки. И тоже сюда. Когда приеду, можно будет, например, сразу сварить борщ. Ну или потом можно будет, например, купить свеклы, а это на зиму оставить. В общем-то, не важно. Главное, что не пропадет. Хотя почему-то я вот именно свеклу не очень люблю замораживать. Не, в смысле, с ней, наверное, все будет в порядке, но вот у меня какое-то предубеждение, что вот, не знаю. Но решила заморозить, потому что и многие так делают. Все, в общем-то, в порядке. Так, сейчас мою тут, где лежит губка. Она у меня, как вы знаете, всегда в шкафчике. Я не люблю, когда на раковине вот это все. Жидкость для мытья посуды, губки, тряпки. Я люблю, чтобы там вот зелень стояла, аромат для дома. Это мне больше нравится. Вот. Ну и, соответственно, стараюсь всегда сразу мыть посуду. Иногда бывают дни, когда ничего не хочется, но в основном стараюсь сразу, так легче. Так, все здесь протереть. Еще раз тут. Новое полотенце. Да, немножко выпустить воздух. В общем, плед как постирается, расскажу, как оно и что. Надеюсь, все нормально будет.
Сейчас я буду печь еще один манник и чайный пирог, и все стала подготавливать и поняла, что некогда у меня был тут порядок, а теперь у меня в специях и прочем вообще беспорядок. Я обычно вот здесь храню то, чем пользуюсь, то, что открытое. И всегда у меня здесь еще вложена бумажка, где вот что у меня новое и не открытое. Но в итоге последнее время был какой-то хаос. У меня вообще открытого было в нескольких контейнерах. В общем, я пересыпала, допустим, все в одно. Вот, к примеру, петрушка, специи для плова, еще вот петрушка, все, базилик, дрожжи, укроп, паприка. То есть это уже пустые пакетики, все под выброс. Вот. Значит, здесь все открытое и то, что пользуюсь, как я сказала. Ну, здесь у меня в основном зажарка, вот что-то такое вот, не самая первой необходимости. Тут у меня чабер, петрушка, там еще что-то такое вот. Здесь для выпечки и глазурь, и всякое такое, разрыхлитель, дрожжи, в общем, бумажку, где у меня было все записано, что есть новое в наличии, я выбросила. Она не актуальна, нужно сделать новую. Но сейчас у меня нет времени, этим займусь потом. Потому что в любом случае, сейчас я перед отъездом ничего покупать не буду, а то, что у меня есть, мне вполне хватит. Сейчас все это поставлю на место, тут вот соберу. В общем, вот так. Я подготовила необходимые ингредиенты, сейчас все буду смешивать. Ну, для манника нужна, соответственно, манка 200 грамм, кефир 200 грамм, сахар, я кладу 100 грамм, обычно кладут больше. Ванилин или ванильный сахар, 2 яйца, разрыхлитель теста, яйца и сахар. Взбиваю, потом все приготовлю, буду мыть миксер. Кефир, можно ряженку, простоквашу. Сейчас буду печь чайный пирог, но по сути в этот раз он у меня кофейный. Будет 2 пирога, поэтому это ингредиенты для одного пирога, и на другом столе пока у меня ингредиенты еще. Вот, потом пока пирог будет печься, помою посуду, ее совсем немного, и миксер помою. Миску тоже надо отмывать по бокам, она ребристая, уделывается все просто, очень быстро. Пироги готовы. Теперь буду мыть полы. Сначала пройдусь везде пылесосом, а потом уже тряпкой. Моющим пылесосом сейчас убирать не буду. Достаточно этим. Теперь в этой комнате, потом в других, и на кухне. Извините за бардак, потому что сушится белье, и здесь много чего лежит, потому что собираюсь еще, продолжаю на укрепление воротник. Потихоньку собираю чемодан. Взяла вот такую бумагу, давно она у меня уже. Сейчас покажу поближе. Такая вот. Буду сейчас любимому подарок упаковывать. Завернула подарки, сейчас решила ленточку и бантик привязать. В принципе, я считаю это не особо важным, но сейчас есть настроение, поэтому решила сделать. Когда настроения не бывает, значит просто дарю подарки. Вот, сейчас еще вот здесь завяжу. Хотелось, честно говоря, больше всяких подарков, но у меня время вообще не хватило совершенно. Но я думаю, и это хорошо будет. Так, убираю все. Ну, а сейчас я буду делать себе салат. Понятное дело, морковка, кабачок, огурец, сельдерей. А помидор у меня только в замороженном виде, я поэтому не буду размораживать, не хочу. Добавлю немножко кефира и кетчупа или томатной пасты. Да, остается до отъезда не так много. Я тут купила себе стебель сельдерея. Вот я думаю, можно будет его заморозить или придется взять с собой. Я, честно говоря, посмотрим.
На самом деле, если вот у меня останется за это время, может быть, я чуть-чуть заморожу, чуть-чуть с собой возьму. Ну, там, понятное дело, я куплю, но не сразу, потому что я поеду на дачу. В городе я сразу там не буду, скорее всего. То есть я сразу поеду на дачу, мы там несколько дней побудем, потом вернемся в город, потому что нужно будет подготовиться к дню рождения, испечь. Ну, я уже рассказывала, мне просто удобнее в городе, так как я, честно, не люблю всякую выпечку в мультиварке. То есть я допускаю, что, скорее всего, я буду там шарлотку готовить, например, в мультиварке, наверное, и то не факт. Но на стол выпечку, и в принципе я не хочу готовить в мультиварке, мне это не нравится, это все, ну, короче, мне проще уже там. Хотя у меня, например, здесь электрическая плита, по крайней мере духовка, там газовая, мне это тоже сложно, но в целом я приноровилась, потому что я помню, когда у нас была газовая плита, именно духовка, то мама вниз ставила эту самую мисочку с водой. Вот, правда, сохранилась, ну, там, когда я была в Питере, проблема, что верх подгорает, но мне вот моя подруга и ученица Аня, она мне посоветовала, что можно фольгой прикрыть. И действительно, я прикрываю фольгой, и никаких проблем. В общем, мне будет проще там, поэтому мы, ну, наверное, на 2 ночи вернемся в город. Тогда уже можно будет и купить то, что мне там надо. В общем, ладно, приступлю, буду готовить. Салат готов на обезжиренном кефире, ну, на 1%. Я уже легла спать, и пока я жду действия димедрола, смотрю видосики и перематываю пряжу. Она тонкая, но можно вязать 4 нити. Тоже мне ее когда-то отдали. Ну, в общем, для каких-то таких, может быть, дачных нужд я использую. Но, честно, перематывать очень сложно. Ну, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.